Доброго времени суток, уважаемые сталкеры и сталкерши. Вы на канале Nixon Play. Победителями в прошлом розыгрыше стали Опирашка, Нейтрал Николай, Шантаж, Любитель Фарта и Кот Матроскин. Поздравляю вас, призы я отправил на кладовщика Кухня Гурмана. Всем, кроме игроков сервера РУ-1 и РУ-2, свои призы вы получите 12 апреля. А для тех, кому не повезло, в этот раз у меня новый розыгрыш на ящик со шлемом К6 забрала. Для того, чтобы принять участие в нем, тебе необходимо обязательно подписаться на канал и написать комментарий, не менее 5 слов, в котором нужно указать свой игровой ник и сервер, на котором ты играешь. Итоги розыгрыша мы узнаем в следующем видео. Участие могут принимать абсолютно все сервера. Всем без исключения известно, что на всех серверах нашей любимой игры стартовало весеннее событие под названием «Аномальная весна». В рамках ивента во всех животных и мутантах при обыске или разделке с определенным шансом сталкеры могут найти аномальный подснежник, который можно обменять на ценные награды у Морозов на локации окрестности Любича. А вот на какие награды лучше всего и выгоднее менять накопленные подснежники, узнаем в этом видео. Желаю приятного аппетита всем, кто кушает. Для тех, у кого это аномальная весна в зоне первая, поясняю, подснежники добываются из убитых, разделанных или обысканных вами мутантов. Также на локации можно встретить особого мутанта, поросенка. Из него падает повышенное количество подснежников, нежели с простых мобов. Обменивать накопившиеся подснежники можно у Морозова, квадрат Е63 в деревне Гурмана, локация окрестности Любича. Сразу же отметаю в сторону всякие наборы сталкеров, медиков, психомоторные стимуляторы, радиодетали, пружинки и прочую дрянь. Ее можно будет купить на сдачу. Когда подснежников на нормальную вещь тебе не хватает, а фармить ты больше не собираешься или же ивент уже подходит к концу. Первое, на что я обращаю твое внимание, это наборы старых инструментов. В связи с постоянным моддингом этот лот является востребованным на рынке. Цена одного ящика старых инструментов на доске 500-550 тысяч рублей. На обмен одного ящика требуется 550 подснежников. Если посчитать, то выходит примерно 1000 рублей за один подснежник. Следующий лот это сайга. Цена в обменнике у нее 1000 подснежников. На доске такая продается где-то за 1 400 000. Как итог, цена за один подснежник будет 1400 рублей. Револьвер Наган я пропущу, так как считаю его коллекционным экспонатом. И если уже брать его, то только чтобы пылился на складе, не более. Следующее, на что падает сталкерский взор, это АКМ. Цена на доске от 4 миллионов. Меняется у Морозова на 1100 подснежников. В итоговой цене получается примерно 3600 за один подснежник. Шлем 6B7, стоит он около 3,5 миллионов. Меняется на 1200 подснежников. И цена за один подснежник будет примерно 2900. ТОС обрез дело такое. Если есть, то висит без дела для красоты. Можно сказать, что тоже как музейный экспонат. При всем при этом обрез несложно получить и по квесту у Ромы Сибиряка. Это разовая акция, но все же. Цена такого на доске порядка 3 миллионов. Противогаз ГП-7ВМ. Цена на доске 3 миллиона. На обмен требуется 2100 подснежников. Цена одного подснежника выходит примерно 1400 рублей. Пистолет-пулемет HK МП5А2. Цена скачет от 7 до 8 миллионов. Обменивается на 2400 подснежников. Если взять среднюю цену в 7,5 миллиона, то выходит цена за один подснежник получается 3100 рублей. Дробовик Бинелли. Цена на доске 15 миллионов. На обмен требуется 3600 подснежников. Цена за один подснежник получится 4160 рублей. Рюкзак Ермак я вообще не рассматриваю, так как его цена 7 миллионов, а на обмен нужно насобирать аж 4000 подснежников. Сюда же могу отнести и шлем К6 без забрала, цена его 8 миллионов, а на обмен требуется космических 4800 подснежников. Маскировочная накидка Леший тоже не лучший выбор, на что можно обменять время, затраченное на фарм аномальных подснежников. Бронежилет 6Б4 сюда же в помойку, так как на эти 8500 подснежников можно обменять минимум 2 Бинелли или 3 МП5А2 и выйти в значительный плюс, нежели фармить на один бронежилет полвека. Чуть не забыл про МП5СД, и ее также брать не советую, так как цена за один подснежник будет около 1900 рублей. Сталкер, раз уж ты фармишь подснежники, я думаю, что премиум статус будет тебе далеко не лишним. Для того, чтобы получить его абсолютно бесплатно, тебе нужно всего лишь ввести промокод Nixon в меню игры. Этот промокод работает абсолютно на всех серверах и подарит тебе премиум статус на аккаунт, бронежилет и другие расходники, которые облегчат тебе игру на старте. Только вот время ввода промокода ограничено и доступно только новым пользователям, так что советую поторопиться и забрать свой бесплатный подарок. Что мы имеем по итогу? Всего 3 достойных, на мой взгляд, предмета. Это набор старых инструментов, HK МП5А2 и дробовик Бинелли. Но большая загвоздка в том, что все автоматы, дробовики, бронежилеты и другие предметы, находящиеся в бартере у Морозова, со временем будут только терять свою стоимость. Связано это с тем, что в игре их будет становиться все больше и больше. На мой взгляд, единственным предметом, на который не упадет цена, это набор старых инструментов. А связано это с тем, что люди постоянно модифицируют свое оружие, а на модификацию требуется просто миллиарды этих ящиков.
заказчику. Исходя из этой аналогии, могу предположить следующее. Что если, к примеру, попробовать отнести МП5 или Бинелли жнецу, продать и получить денежное вознаграждение и очки торговли, и на полученные очки торговли купить наборы старых инструментов? А давай посчитаем. При продаже жнецу МП5 ты получишь 4000 очков торговли и 318 тысяч рублей. Один набор старых инструментов у жнеца стоит 200 очков торговли и грубо округлим 111 тысяч рублей. Таким образом, за одну МП5 можно выручить 20 наборов старых инструментов. Если продавать их по 500 тысяч за штуку, то выйдет 10 миллионов. Но убираем из них деньги за закупку и прибавляем деньги, полученные с продажи МП5 жнецу. Общая сумма затрат составляет 1 миллион 902 тысячи рублей. Отнимем эти деньги из предполагаемой прибыли и выходит 8 миллионов 98 тысяч рублей чистой прибыли с одной МП5. Это чуть выше цены на доске. Абсолютно по такой же схеме рассчитываем и продажу Бинелли. Чистая прибыль с одного оборота Бинелли будет составлять 15 миллионов 751 тысячу 534 рубля. Не сильно отличается от цены на доске, подумаешь ты, но прошу учесть, как я и говорил ранее, что цена у этих предметов будет только падать. Сталкеры будут массово фармить подснежники, менять их и продавать предметы с доски или в руки, поэтому цена будет падать, падать и падать. Исходя из всего вышесказанного, я рекомендую обменивать нафармленные подснежники на МП5 или же на Бинелли, далее продавать их жнецу и закупать наборы старых инструментов и продавать их. Повторюсь еще раз, наборы старых инструментов — это товар с высоким спросом, цена на них всегда будет не ниже 500 тысяч, а то и выше. Поэтому меняем свои подснежники в первую очередь на Бинелли или МП5, продаем их жнецу и скупаем наборы старых инструментов, а уж потом всю ненужную сдачу сливаем на что угодно. Если у тебя проблемы с торговлей у чистилища, то ты всегда можешь попросить товарища помочь тебе в этом деле. А если у тебя нет товарища с открытой торговлей у Аниада, тогда приглашаю тебя в мой клан SCP Foundation. В нем тебя ждет прекрасная компания, много нового контента и ежемесячная бонусная программа лично от меня. Есть желание попробовать тебя в нашей компании? Просто напиши мне, и я проведу небольшое собеседование. Мои контакты есть под любым видео. И я жду тебя, сталкер. На этом я заканчиваю свое видео и считаю, что поставленная цель достигнута, и я дал аргументированный ответ на вопрос, на что лучше всего обменивать аномальные подснежники. Желаю тебе легкого фарма, ну и увидимся в зоне, брат сталкер. Иди, не мозоль глаза.